Время 8 часов утра. Мы вот по такой вот относительно крутой, но приятной лесенке спускаемся с наших апартаментов и двигаемся к морю. Море, как вы можете заметить, у нас совсем-совсем рядом. Звук сейчас будет не очень хороший, потому что говорим мы очень тихо. Как показала практика, все наши соседи, все отдыхающие, которые живут рядом с нами, просыпаются очень поздно и выходят на пляж только к 12, а то и к часу дня. Обратите внимание, какой вид открывается. Какая прекрасная погода. Сегодня у нас последний день отдыха, даже полдня отдыха на данном побережье. И мы возвращаемся сегодня домой. Перейдя небольшую автомобильную дорогу, нас ждет вот такой вот спуск, относительно крутой. Но так как люди едут на море получать заряд положительных эмоций, заниматься спортом в плане ходьбы, плавания, чтобы отвыкнуть немножко от офисной жизни, размять свои косточки, суставы. Это все способствует поддержанию себя в тонусе. Сейчас я вам покажу, что осталось позади нас, где находятся наши апартаменты. А наши апартаменты находятся там. Итак, сегодня последние полдня, которые мы находимся в отпуске на данном побережье. Сейчас эта грозная тучка уйдет, и к нам придет вот это замечательное солнышко. Подведя итог, что мы вам можем сказать? Хорватия, как и любая другая страна, как и любой другой морской вид отдыха, привлекательны по-своему. На всем побережье пляжи в основном из мелких камушков, из мелкой гальки. Вот такие вот. Ходить по ним относительно приятно, но для большего комфорта советуем всем приобрести плавательные тапочки, потому что эта же галька находится и в воде. Море изумительно чистое, красивое. Рыбок очень много. Мы ходили на рыбалку, поймали 3 рыбёх. Но так как мы всего лишь навсего гости здесь, эти рыбки были отпущены обратно и получили второй шанс для того, чтобы вырасти и наслаждаться жизнью. Точно так же, как и наслаждаемся жизнью мы. И вас призываем к этому. Ездите, отдыхайте, смотрите другие страны, уголки нашей необъятной планеты Земля. Обратите внимание, насколько все чисто и как в воде видны все камушки. Сейчас послушайте немножко шум воды, шум маленьких волн и получайте удовольствие. А вот плывет корабль, на котором мы плавали на экскурсию, о которой мы вам рассказывали ранее. Везет очередную партию туристов на остров Брач, на пляж Золотой мыс или Золотой Рог, как его называют местные жители. Какой шикарный аквапарк, который на данный момент еще пустует, потому что детишки все спят. Но, как показала практика, не только дети любят на нем резвиться, а также их родители. Сейчас эта грозная туча уходит за гору. И обратите внимание,
Какое прекрасное небо, какое солнышко ждет нас впереди буквально через 30-40 минут. 2 дня подряд нам обещали дожди с вероятностью 80-90% целыми днями. Но мы 2 этих дня провели на пляже. И ни капельки даже не были намочены дождиком, а были намочены водой, когда купались, ныряли и отдыхали. В этом отпуске, в этой поездке мы открыли для себя новый вид развлечения, занятия спортом. Это сапбординг. Для тех, кто не знает, сапбординг — это надувная доска, на которой люди стоят стоя и гребут одним веслом то справа, то слева. Данный вид спорта, данный вид отдыха нас заинтересовал, так как во многих наших поездках есть такие пляжи, уголки, к которым можно добраться только по воде, но не всегда ты можешь туда доплыть вплавь. И поэтому эта доска нам должна будет помогать. Также, приплыв на какой-то дикий пляж и посидев, отдохнув, и плыть обратно сразу не очень интересно. А благодаря этой доске мы там можем задержаться, потому что возьмем с собой вещи. И потом, ближе к вечеру, вернемся обратно. Вот обещанное солнышко. Обратите внимание, какая красивая, шикарная парусная яхточка. Сделана вся из дерева, лакированная. Таких сейчас очень редко встретишь. Современная яхта в основном пластик, алюминий. Очень красиво. Ну и как всегда, неописуемая природа и шикарное море. Все, мы собираемся, идем в номер, забираем свои чемоданы и едем домой. Спасибо, Хорватия. До новых встреч. Всем пока-пока.